Привет! Это канал Лесной Строитель, меня зовут Алексей, и сегодня я приехал посетить землянку походного оптимиста. Как вы помните, в прошлом году я здесь уже был, но визит мой получился краткосрочным, каким-то скомканным, а сегодня я приехал сюда полноценно провести целые сутки. Я здесь останусь с ночевой, и о моем визите знает Дмитрий. Давайте пройдем и посмотрим, что вообще нового в его землянке. О, баньку построил. Красота. Невероятно. Баню построил он буквально недавно, а запах банный уже, просто сумасшедший. Так и хочется попариться. И сегодня я это сделаю. Кстати говоря, наверное, сейчас Дмитрий, походный оптимист, уже пришел в мою землянку. Да, сегодня мы с ним поменялись местами. Ну а как там мое лесное убежище поживает, чем занимается Дмитрий, вы сможете посмотреть на его канале Походный Оптимист. И видео, кстати, уже вышло. Я обязательно посмотрю. Советую вам это сделать. А у меня сегодня тоже очень много дел запланировано здесь, поэтому не буду отвлекаться, занесу все вещи в земляночку и приступлю к работе. Привез бензина 5 литров, сразу смешал с маслом в тех пропорциях, которые нужны для наших бензопил. Дело в том, что у Дмитрия точно такая же пила, как и у меня. Ну или у меня точно такая же пила, как у него, неважно. Да, погода сегодня просто чумовая. Когда я выезжал из дома, посмотрел прогноз, и обещали что-то там плюс 8. А здесь ощутимо теплее.
Отлично. Вот эти все деревья упавшие сейчас напилю. И какие-то из них даже, в принципе, не придется рубить и их колоть. Потому что они по толщине прям оптимальные. Как раз, чтобы помещались в печку. Долетался. Блин, офигеть, потерял дрон. Мой косяк. Я выбрал не тот режим, короче говоря. У меня на дроне есть несколько режимов быстрой съемки. По-моему, по кругу, по спирали, резкое отдаление. Ну, неважно, в общем, 4 или 5 режимов. И не поверите, я, чтобы снять красивый кадр, нажал кнопку, быстро схватил дрова, бревна положил себе на плечи и пошел. И, блин, каково же мое удивление было, когда дрон полетел не просто вверх-назад, а куда-то в бок. Вот в этот момент я понял, что что-то пошло не так. Но было уже поздно. Я услышал только удар, такой хлопок, и, короче говоря, где-то он лежит сейчас на земле, дрон. Пойдемте его искать. Жалко, конечно, блин. Все-таки немало денег он стоит. Блин. Да, все-таки он сломан. Сейчас за стол сядем. Смотрю детально, что с ним не так. Совершенно точно, что камера прям кусками вырвана. Вообще кошмар. Блин. Жесть вообще. Охренеть. Капец. Ох ты, еще и здесь шарнир. Блин. Не, вообще, кстати, может быть, их чинят. Надо будет обратиться в сервис DJI.
Может быть, они осуществляют ремонт. Но, честно говоря, я сильно сомневаюсь. Самое главное, чтобы кадры остались. Ну, вы-то уже, в принципе, знаете, остались хорошие кадры с квадрокоптера или нет, потому что я буду монтировать и вставлю их. А я пока еще не знаю. Блин, конечно, жалко, особенно, вот, допустим, вот в таких местах, как здесь, очень красивые кадры, просто можно заснять с высоты. Ну, да ладно. Давайте закончим уже с дровами. Ну, а уже как начнет темнеть, часов, я так думаю, в 7, сейчас ровно 4, затоплю баню. И надеюсь, все-таки я попарюсь и будут позитивные моменты сегодня. Я думаю, можно с дровами заканчивать на сегодня. На пару дней точно их должно хватить. Ну, может быть, даже и побольше. Что не говорите, а вода еще холодная. Я просто задумался над тем, что, а может быть, после баньки нырнуть, искупаться. Да, ощутимо похолодало. Представляете, уже конец мая, а у нас в области до сих пор не было теплых дней. Самый теплый день, что-то, по-моему, градусов 15 было, плюс 15, плюс 16. Конец мая. Уже вот, там, на днях послезавтра уже июнь месяц будет. Вообще жесть какая-то. Ну, вообще, последние 2021-2022 года, вот этот переходный период, погода какая-то сумасшедшая немножко у нас в регионе. Зимой, как вы помните, было очень просто невероятное количество, как много снега было. И, кстати говоря, холодно не было. Обычно зимой у нас под 30 морозы бывают, а в этом году такого замечено не было мной. Минимум, температура минимальная была что-то минус 22, где-то так вот. Ну, в общем, тепло было зимой. Зато весна какая-то затяжная. На носу июнь месяц, а до сих пор холодрыга. Представьте, да, то есть я одел сейчас теплый свитер, в котором я, помните, работал зимой в своей землянке. Вот такая вот погода у нас. Мне прям очень нравится это место. Тишина, вид на реку обалденный. Поют птицы, летают чайки. Хоть бы малейшее дуновение ветра. И даже этого нет.
О, рыба играет, сон. Атмосфера, конечно, здесь шикарная. Иногда в охоточку консервы покупаю. Я просто вспоминаю всегда, как с родителями ездили на дачу. Мои любимые консервы тогда были килька в томате. Сейчас я как-то раз покупал, ну, то ли вкусы поменялись, то ли делают совершенно не так. И продукт уже не такой качественный и вкусный, как раньше. А может быть, наоборот, сейчас качественный, а тогда было не знаю. Ну, в общем, килька в томате уже не та. Ну, а вообще, рыбные консервы мне нравятся. Уже совсем скоро начнет темнеть, поэтому затоплю сейчас печь банную. А пока она будет топиться и баня будет вообще протапливаться, как раз покидаю землю. Что-то я смотрю на печку, и она такая до боли знакомая. По-моему, в лачуге стояла она у Дмитрия, когда они еще с Пашей строили. Ну, вроде бы она. Похоже. Так, понять бы, какую землю, куда бросать, сколько бросать. Сложный вопрос. Ну, я так понимаю, наверное, здесь нужно баню, ну, так же, как землянку, просто со всех сторон, по возможности, как можно выше поднять уровень земли, чтобы было теплее, и даже какие-то щели, если вдруг есть между бревнами, чтобы они не пропускали и теплопотерь не было, чтобы тепло не уходило из бани. Все, я думаю, на этом на сегодня хватит. Уже 7 часов вечера. Хочется поесть уже нормально. А еще и в бане надо искупаться, правильно? Так, что там с дровами? Подкинуть бы надо, наверное, чтобы
посильнее там жаришка была. Да, термометра-то здесь нету. Надо было, кстати, вот в презент термометр привезти банный. Что-то я про это не подумал. Ну да ладно. Здесь уже градусов, наверное, 60 есть. Прям жарко, тепло. Быстро температура помещения набирает. Хотя по площади, по объему землянка побольше, чем у меня. Надо признать данный факт. Ну и самый главный плюс, который мне просто невероятно нравится, это, конечно же, наличие реки рядом. Сейчас сходил, воды набрал, в рукомойник налил, чайник помыл, ну, сполоснул точнее. Кайф. Уже прилечь охота. Ну а еще банька впереди. А вот уже после бани будет вкусный ужин. Вкусный походный ужин. Готовить я сегодня буду макароны с тушенкой. Самое лучшее, на мой взгляд, походное блюдо. Все, закипел. Обожаю вот этот момент, когда землянка наполняется теплом от печки. До этого прям было, ну, немного сыро, чуть-чуть тогда, как-то темно, неуютно. А когда печку затопил, сразу прям дом ожил. И наполнился уютом и комфортом. О, дождик пошел. Пора искупаться в баньке. Банька просто отличная. Когда водой на камне плещу, прям поддает неплохо. О. Блин, а классно. Конечно же, я полностью не погрузился в воду. Ну, для первого раза, я считаю, неплохо. Ноги прямо окоченели. Сейчас свет включу. Ух ты. Ноги прямо окоченели. Ну, а в целом тепло.
Ну, вода, кстати, нифига не 15 градусов, мне кажется, холоднее. Градусов 10-12. А откуда она 15 будет, если у нас в Самаре самый теплый день был как раз-таки плюс 15? У нас даже до сих пор жары-то не было. Ни разу не было еще плюс 20. А сегодня уже конец мая. Давненько так не отдыхал. Супер. Все-таки совмещать приятное с полезным — это очень хорошо. Так, ну что, пора готовить ужин. В первую очередь, конечно же, нужно отварить макароны. Ну а как макароны сварятся, обжарю лук с перцем и с тушенкой. Подсолнечное масло я использовать не буду. Обжаривать буду прям вот в жире в этом, который идет вместе с тушенкой. Опять слюни уже идут, просто очень сильно хочется есть. Все отлично. А пока варится макароны, порежу перец, лучок, чтобы потом их пожарить. Блюдо до банальности простое. Ингредиенты: лук, перец, макароны и тушенка. Теперь самый важный момент. Нужно весь жир из тушенки достать и выложить его на сковороду. Что-то, кстати, блин, тушенка такая хорошая, жир-то и нет даже. А вот нашел. И обжариваем лучок с перчиком. Тушенку выкладываю в макароны. А вот, кстати, жирок еще. Сковородочку прошу. Надо сказать, тушенка просто великолепная. Жира настолько мало, что я просто удивлен. А мясо свинины, правда, но все равно очень много. А сможете ли вы угадать, что это за тушенка у меня была? Напишите в комментариях. Посмотрим, получится или нет. Великолепный ужин, а главное сытный, калорийный, питательный. 11 часов. Сейчас лягу спать. До завтра.
Отлично поспал. Просто великолепное утро. Ночью мыши меня не беспокоили, либо я очень крепко провалился в сон. Печь тоже шикарная. Мне прям понравилось. До сих пор теплая. Ложился я где-то в 11:30, наверное, в 12. Дрова не закидывал. Вот что там было, прогорело, все. И вот до утра, сейчас время 6:30. Отлично, ничего, все нормально, тепло прям. О, 21 градус здесь, нормально, тепло. Самое главное, чуть не забыл записаться в тетрадке. Ну, сейчас понапишем. Оставлю Дмитрию гвозди, которые я хотел вчера использовать для того, чтобы прибить уплотнитель на двери бани. Бензин 5 литров смешанный с маслом для бензопилы. Ну и немножко масла там цепного осталось. Я думаю, пригодится в любом случае. Спасибо этому дому. Пойду к следующему. Поплыли. Я вот, честно говоря, вообще ни грамма не сомневался, что сегодня будет встречный ветер. Плыть мне против течения 2 километра. И еще добавился ветер. Ну просто здорово и шикарно. Максимально сейчас буду плыть вдоль берега. Ну а потом в нужном мне месте просто попробую как-то резко, быстро форсировать реку. Но уже понятно одно, что сегодня придется попотеть. А вчера, кстати говоря, я плыл по течению, но ветер тоже был встречный. То есть, когда я останавливался и не греб вчера, меня сносило в обратную сторону. Представляете, то есть настолько ветер был, ну не сказать, что сильный, но именно в ненужном направлении. Короче говоря, попутного ветра ждать не стоит. Ни сегодня, ни вчера его не было. Вот я прям вот, ну реально, ни грамма не сомневался, что сегодня будет такая же история. Ладно. Короче, надо просто выбраться в следующий раз, может быть даже сюда. Не обязательно ночевать у походного оптимиста у Дмитрия, палаточкой и порыбачить. Места здесь, конечно, классные. Ладно, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока.